Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале Большая рыбалка с Фишермен Артем. И сегодня хочу поговорить с вами о ловле леща ранней весной. Кстати, друзья, о том, как я съездил, половил леща в первый день весны, есть видео, ссылочка будет в описании. Обязательно заходите, смотрите и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на ВК-видео, на Рутуб. В общем, ссылочки на все будут в описании. Также, ребят, ссылочки оставлю на свои фидерные снасти. В общем, они есть и в том видео, но тут тоже продублирую. Может, вам что-то будет интересно. Ну а теперь, ребят, давайте разберем 5 основных правил для успешной ловли леща ранней весной. Первое правило – это, конечно же, точка лова. Многие считают, что лещ весной начинают подходить к берегам, но, ребят, это не ранней весной. Это март-апрель, наверное, не касается. Да, бывает, что температура стоит под 20 градусов тепла и рыбка может выходить, но все же рыба еще держится на глубине. Самые перспективные места для ловли леща это будут ямы и, конечно же, русло реки. Все вы знаете, как найти. Если вы не знаете, то обязательно пишите в комментариях. Я для вас сниму видео, как правильно проверить дно, пробить дно, найти точку лова для успешной рыбалки. И все вы знаете, что 90% успеха рыбалки это, конечно же, правильная точка лова. В общем, ребят, запоминаем, ловим леща в самом глубоком участке водоема, где вы находитесь. Идеально это русло и, конечно же, это какие-то ямки. И, ребят, ранней весной я хочу вам посоветовать выбирать точку в яме, то есть делать изначально 2 точки, закармливать. То есть ловить на одну удочку, можно ловить на 2 удочки, но пока нет нерестовых запретов, соблюдайте правила рыболовства. И, скажем так, на 2 удочки, ну, по крайней мере, мне некомфортно ловить, но иногда я ловлю на 2 удочки, чтобы, скажем так, понять, какая точка более активна. И когда я понимаю, что, допустим, одна из точек более активна, я вторую удочку откладываю и ловлю на одной удочке, концентрируюсь на одной точке. Так рыбалка будет более эффективна. Ранней весной я вам, конечно, советую делать 2 точки. Первое, это будет самое глубокое место. Второе, это какой-нибудь стол. Вот идет, скажем так, бровка, столик и дальше бровка. То есть на чуть меньшей глубине. Пусть там будет переход полметра глубины, метр глубины. Закормите точку на этом столике, и тогда обязательно вы найдете точку, на которую лучше ловят. Но опять же, все должно быть на глубине. Второе правило – это иметь с собой опарыша. Рыба очень любит опарыш. Опарыш – это чистый белок для нее. И рыба ранней весной очень хорошо приманивает срезанным опарышем. Я всегда на рыбалку беру от пол-литра до литра опарыша и нарезаю его. Но, ребят, хочу вас предостеречь. Опарыш как может раскачать точку, так может и убить ее полностью. Так что, ребят, режем опарыш, в корм его сразу не смешиваем, а берем пробочками. 2-3 кормушки дали, смотрели, если рыба начала активнее клевать, значит режем дальше опарыш. Если нет, убираем опарыша из прикормки вообще. Именно резаного живого я не советую вам ранней весной вообще использовать. Иногда также в опарыше можно добавить какой-нибудь ароматизатор. Ранний это бисквит, шоколад, анис. То есть тот ароматизатор, который рыба хорошо воспринимает ранней весной. Третье правило, ребят, это прикормка. Нельзя делать прикормку слишком, скажем так, ароматной. Прикормка должна быть нейтральной. Это опять же те же, скажем так, те же самые запахи: шоколад, анис, бисквит, но она не должна прям сильно пахнуть, скажем так. То есть, если вы добавляете ароматику, хотя по весне я очень редко добавляю ароматику, только на проверенных местах. В основном мешаю чисто прикормку, ароматику могу добавить от опарыша. Попробовать поэкспериментировать. Но замешивать прикормку я вам не советую с ароматикой, потому что вы можете тем самым испортить себе рыбалку. Четвертое, ребят, правило – это берите с собой червяка. Все мы привыкли ловить на мотыля, на опарыша, но ранней весной червяк – это просто must-have. Делаем бутерброд из 2 кусочков червяка и 1 опарыша, и трофейная рыба вам обеспечена. Почему, ребят, рыбы любят червяка ранней весной? Все очень просто. Это заложено природой.
вода в реках поднимается и с берегов начинает вымывать землю, вместе с ним червяка. И рыба питается червяком. Она знает, что такое червяк, и поэтому она его не опасается. Так что, ребят, не забывайте брать червяка с собой. И даже если на него не клюет, не таких он больших денег стоит, просто покормите потом рыбку им, скажем так. Также можно червяка тоже нарезать, так же как и опарыша. Но червя в таком количестве, ну, по крайней мере, у нас достать тяжелее, чем опарыша. А опарыш у нас на садоводе продается ведрами, бери, покупай, не хочу. Ну и пятое правило, ребят, не верить в успех собственной рыбалки. Я всегда, когда еду на рыбалку, я верю в успех своей рыбалки. Пусть это будет слом погоды, пусть будет вообще плохая погода. Хотя насчет погоды это отдельная история, ведь все мы знаем, чем хуже погода для рыбака, тем лучше она для рыбы. Но, ребят, если вы изначально негативно настроились, и у вас не будет нормальной рыбалки. А если вы позитивно и верите в свою рыбалку, и даже если вы поймаете 5 рыбок, вы будете довольны результатом. Так что, ребят, с утра просыпаемся, наливаем чай в термос или кофе, кто что пьет. Натягиваем улыбку на лицо, позитивное настроение и на рыбалку. Не клюет рыба, любуемся природой, потому что в это время природа просыпается, на улице так хорошо, на берегах красиво, птички начинают петь, и от этого настроение становится лучше. В общем, друзья, надеюсь, видео было полезно. Ссылочку на мою рыбалку оставлю в описании. Всем удачи, всем отличного, всем пока.